Всем привет! Продолжаем подготовку к Новому году, и сегодня я хочу предложить вам сделать елочные игрушки из маленьких бутылочек. И начнем с маленького скандинавского гномика. Для его основы я беру стеклянную бутылочку от назального спрея. Она сама по себе достаточно устойчивая, ну и вообще я планирую фигурку вешать. Так что все наполнение будет играть чисто декоративную роль. Это цветной песок для детского творчества и нарезанная мишура. Закрепляю проволоку фольгой, чтобы она не прокручивалась. Приклеиваю личико и бороду из воздушного пластилина. На бороде и усах прорисовываю пряди зубочисткой. Нос делаю также из телесного воздушного пластилина. Просто раскатываю маленький шарик и приклеиваю. Глаза будут выглядеть более выразительно, если их не просто нарисовать, а продавить зубочисткой. А над ними приклеиваю кусочки пластилина, формируя из них густые брови. Гномик в моем понимании должен быть слегка лохматым, и из колпака будут выбиваться пряди. Хочется придать бороде дополнительного объема. Для этого наношу белую краску по выступам, не прокрашивая как следует. Набираю краску только на самый край кисточки и крашу, еле касаясь поверхности. Обматываю шею шарфиком. Делается он очень просто. Расплющиваю 2 колбаски пластилина. Для колпака я сделала основу из проволоки, так как длинные тонкие детали из воздушного пластилина могут со временем отваливаться. Распределяю пластилин по проволоке, формируя колпак. Колпак будет украшать пушистый помпон. Для него шарик пластилина просто разрезаю по кругу. Приклеиваю руки, стараясь прижать их как можно ближе к бороде. Так они будут держаться более надежно. Чешуйки на помпоне уже подсохли, и можно прорезать их еще раз для большей пышности. Покрываю ПВА и посыпаю блестками. Честно говоря, мне результат не очень понравился, без блесток было лучше. Мне кажется, что в таком виде гном будет похож на покупную китайскую игрушку. Может, помните, раньше продавались такие наборы с маленькими Санта-Клаусами, посыпанными блестками. Но блестки уже не отмыть, поэтому я немножко приглушу их сияние. Для этого в глянцевый акриловый лак добавила капельку акриловой краски. А чтобы шарф больше гармонировал с колпаком, окрашиваю его точно так же. И более акцентные полоски рисую контуром. Придаю пластилину форму кубика и обматываю тонкой ленточкой пластилина.
И не дожидаясь высыхания, приклеиваю на ПВА. Так подарок примет нужный изгиб и будет очень хорошо держаться. Для него старалась выбирать не слишком контрастные цвета, чтобы он и не был акцентом, но в то же время и не сливался. Крашу точно так же затонированным лаком, но окрасила его уже в более темный цвет. Отрезаю лишнюю проволоку и загибаю петельку. Бороду гнома тоже решила покрыть блестками. Они довольно мелкие и имеют очень деликатное сияние, поэтому ими трудно будет что-то испортить. И гномик полностью готов. Осталось только прикрепить петельку и подвесить его на елку. И второй вариант игрушки, еще более простой, но от этого не менее милый. Маленькую стеклянную ампулу заполняю белым песком. Опять же, не для того, чтобы сделать ее устойчивой, а просто для декора. Можно насыпать вовнутрь блестки или просто покрасить. Делаю пробочку из кусочка фольги, чтобы песок не высыпался. И приклеиваю колпачок от того спрея, который только что стал гномиком. Наношу очень разогретый термоклей, чтобы он немного подплавил пластик и колпачок подошел по размеру. Вставляю зубочистку и делаю голову из воздушного пластилина. Если у вас есть бусина подходящего размера, например деревянная, то вполне можете использовать ее. Нос делаю из маленького шарика. В одном из прошлых видео я рисовала нос контурной краской, но тогда придется потом окрашивать лицо. Глаза будут выглядеть более выразительно, если их продавить, а не просто нарисовать. Колпачок просто крашу белой краской в 2 слоя. Волосы можно сделать разными способами. Можно приклеивать пластилин отдельными прядями или нанести его сплошным куском, а уже потом продавливать пряди зубочисткой. После того, как они высохнут, делаю характерную для мухомора красную шляпку. Ну или можете сделать любой другой грибочек. Я захотела именно мухомор, потому что он красиво и ярко будет выглядеть на елке. Ну и вообще я люблю новогодние украшения именно в красном цвете. Крапинки также можно нарисовать или приклеить кусочки пластилина. Главное, чтобы они были хаотично разбросаны, а не располагались равными рядами. Руки приклеиваю на ПВА до застывания пластилина, чтобы можно было придать им нужное положение и изгиб. У настоящих мухоморов посередине ножки есть небольшая юбочка. И я хочу сделать такую у своей игрушки. Лучше, конечно, взять жесткое кружево, которое будет хорошо держать форму, но я взяла, которое у меня было, и просто хорошенько пропитала его ПВА. Заодно клей хорошо закрепит юбочку, чтобы она не сползала вниз. Остальные белые части также покрываю клеем и посыпаю очень красивыми полупрозрачными блестками. Это, конечно, совсем не обязательно, но согласитесь, что так игрушка будет выглядеть намного нарядней. Спасибо за внимание, на сегодня это у меня все. Как всегда, жду ваших лайков и комментариев. Ну а мы совсем скоро увидимся с вами снова и продолжим подготовку к Новому году.